Аристотель приписывал Пифагору очень красивую фразу: «Человек рожден, чтобы наблюдать за небосводом». Мы не можем сказать однозначно, говорил ли Пифагор эту фразу, не говорил он эту фразу. Точно так же мы не можем с уверенностью говорить, занимался ли он лично астрономией, какие астрономические открытия принадлежат самому Пифагору, а какие пифагорейцам безымянным, и какие тем, чьи имена известны. Поэтому есть несколько версий того, как пифагорейцы разных поколений представляли себе мир, и этих версий достаточно много. И о некоторых мы будем говорить еще немножко позже. Но и нет однозначного мнения, кто первым выдвинул идею о том, что Земля имеет сферическую форму. Итальянские болельщики Пифагора считают, что это была его идея. Греки, как болельщики Парменида, считают, что первым о круглой Земле заговорил все-таки Парменид. Хотя, скорее всего, круглой Землю не считал ни один, ни другой. Но вот Пифагор хорош тем, что ему можно приписать в принципе все, что угодно. А язык Парменида настолько сложный, и к нему мы еще вернемся, и настолько темный и загадочный, что туда можно напихать тоже вообще все, что угодно, и в принципе додумать за Парменида то, что он и не думал, и даже и не думал об этом, и даже и не пытался об этом думать. Понятно, что математика наука строгая, и если что-то открыли, уже тогда всем становится известно и понятно, что вот это уже открыли, уже все знают, что раз Пифагор сказал, что сумма углов в треугольнике равна сумме двух прямых углов, значит все, это так оно и есть. Но вот с астрономией оно все сложнее, потому что философ или математик, кстати, астрономов тоже называли математиками, выдвигал свою теорию, стараясь произвести впечатление на искушенную или неискушенную публику. Но общепринято было считать, что есть 5 планет, видимых невооруженным глазом, и неподвижная звездная сфера, которые расположены следующим образом. Сначала идет Луна, потом Солнце, потом Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, и потом звездная сфера. И понятно, что плоская Земля или сферическая, или в виде колеса, находится в центре всего. Наиболее оригинальная идея о том, как все устроено, была у пифагорейца Филолая. Он немного опередил свое время, предположив, хотя, может, и не он предположил, а сам Пифагор, что Земля не является центром Вселенной, а всего лишь одной из планет, которая вращается с остальными вокруг центра, в котором расположен огонь. Огонь, который есть очаг всего сущего. Филолаю принадлежит, кстати, еще одно предположение о том, что есть еще одна планета, которая называется противоземля, которую не видно. Вот ее не видно, но она есть, потому что она где-то там под землей, вот там вот с той стороны огненного очага. Аристотель, конечно, язвил по этому поводу, что пифагорейцы придумали 10-ю планету, чтобы все соответствовало доктрине священного числа 10. Так это или не так, почему они придумали 10-ю планету, мы пока не знаем, и вряд ли уже когда-нибудь узнаем, но вот пифагорейцы считали, что планет на самом деле 10. По Филолаю в центре находится огонь. Пифагорейцы вообще полагали, что в центре 4 элементов покоится некий генодический, то есть соответствующий единице, огненный куб. Такой куб, у которого все грани равны единице. А наша Земля движется по второй орбите от центра. По ближайшей к центру вращается противоземля. И вслед за Землей идет Луна, Солнце, 5 планет и, наконец, сфера неподвижных звезд, которая образует предел всему, и огненно, как и центр. В общем, как бы то ни было, нельзя не отметить достаточно революционный взгляд на вещи пифагорейцев, убивающий на корню просто идею геоцентричности мира. Конечно, идея там долго не прожила и не получила должной поддержки. Мейнстримом так и не стало. И последователи честно запинали снова Землю в центр Вселенной и отодвинули вопрос о том, что может быть что-то иное, кроме Земли, еще на несколько сотен лет. В принципе, так часто бывает с авангардными идеями, и ничего тут с этим не поделаешь. Еще одна пифагорейская теория получила не только свое развитие, но и сильно повлияла на поэтов и художников эпохи Возрождения. Сама идея чрезвычайно важна, так как она представляет, пожалуй, самый выдающийся пример попытки пифагорейцев объяснить весь
огромный космический план отсылкой к основополагающему открытию Пифагора. Ну, как мы помним, главное открытие Пифагора – это о том, что законы математики и музыки имеют всепроникающее влияние и тесно связаны между собой. Точно так же, как существуют гармонические числа, они гармоничны между собой, также существует и гармония сфер, подумал Пифагор. И Платон по этому поводу писал: «Как глаза наши устремлены к астрономии, так уши к движению стройных созвучий. Эти две науки словно родные сестры, по крайней мере, так утверждают пифагорейцы». Идея гармонии сфер была построена на наблюдении, что самые малые предметы на Земле, двигаясь, производят звуки. И значит, такие огромные тела, как планета и небесная сфера, должны тоже звучать и все вместе звучать гармонично и красиво. И тут пифагорейцы говорили, что есть три основных гармонические созвучия: октава, кварта и квинта. И есть три орбиты: орбиты Луны, Солнца и звезд. Поэтому расстояние до этих орбит соответствует все тем же соотношениям: 2 к 1, 3 к 2 и 4 к 3. Как они это вычислили? Ну, скорее всего, никак не вычисляли. Ну, просто так предположили, что так должно звучать красиво, гармонично. Звуки звучат гармонично, значит, и сферы должны звучать гармонично, потому что такая красота не может не быть ни красивой и не гармоничной.